Дубовой. Андрей Андреевич, здравствуйте, здравствуйте. Можно ли как-то почистить сосуды народными способами, не применяя статины? Конечно. Существует уникальный метод. Я сегодня даже записал видео такое о том, как убрать заболевание глаз, которое обычно формируется на фоне атеросклероза, макулодистрофия, что тоже является производным склероза, атеросклероза. И, как известно, существует определенный вид и есть история. Когда-то, несколько дней назад, я встретил человека в Киеве, которого приехал в ГАИ, мне нужно было, и там встретил своего друга, которого я не видел, наверное, лет 12. Когда-то он у меня лечился, и у него было очень тяжелое поражение глаз. Должны были делать ему операцию, у него -6 было и -5 там со зрением, и плюс было у него макулодистрофия и там проблемы сетчатки, там то ли была, то ли не было катаракты, но глаукома точно была. Я помню, он там пробовал лечиться моими методами, ничего не получилось. К сожалению, ему препараты никак не помогли. Он потом ко мне пришел, я говорю, я могу вам вернуть деньги. Он сказал, что не нужно ничего, он себя, в общем-то, лучше чувствует и надежд никаких не питал. Будет обращаться к офтальмологу и так далее. Там ему предлагали операцию, и потом на время, вот на 12 лет я с ним потерял связь. И когда его встретил, то лицо узнавал этого человека, а кто он на самом деле никак не мог вспомнить. Его зовут Олег. А потом я вспомнил, он говорит, ну я Олег, я у вас когда-то пробовал глаза лечить, но вы мне очень помогли. И я вспомнил, что когда он ко мне приходил, он приходил в больших таких очках с линзами, а он сам не киевский, а из Полтавы, а сейчас переехал и живет в Киеве. И говорит мне, вот, Андрей Андреевич, большое спасибо, вы мне тогда 12 лет или 10 лет очень-очень помогли. Большое спасибо, ваш метод мне очень помог. Я вылечил свои глаза, ну и сейчас снял очки, вообще идеальные глаза, идеальное зрение. Я несколько лет подряд практикую лечение, которое вы мне назначили. Я говорю, я не помню. Он говорит, на одном из вебинаров вы сказали о том, что можно лимонами вылечить глаза. И я последовал вашему совету и на протяжении нескольких месяцев периодически пропиваю лимоны. Я говорю, что же я там советовал? И вот он мне рассказал. На одном из своих вебинаров я когда-то сказал, действительно, есть этот вебинар в интернете, я его так и назвал, этот вебинар «Лечение лимонами и там помощь цитрусов», где я рассказал о том, что можно вылечить глаза, используя лимоны. То есть мой рецепт, он был такой. Он не был мной придуман, он достаточно известный, и я его тоже где-то вычитал. Если нужно, найду информацию где. В каком-то из лечебников, которые я собираю. Там было сказано, что в случае, если человека парез после инсульта, в случае, если у человека тромботизация сосудов, в случае, если у человека проблемы с глазами, он не знает, как лечить, при атеросклерозе, при артериосклерозе, при даже сахарном диабете второго типа рекомендовали утром натощак съедать один сырой лимон. Прямо натощак. Я, конечно, понимаю, что многие скажут, это невозможно. Кстати, в том рецепте было сказано, что его необходимо съедать еще и совместно с цедрой, с кожурой. То есть утром человек после того, когда проснулся, не должен ни пить, ни есть, а прямо натощак, поделив лимон на мелкие дольки, не торопясь, это очень важно, там тоже об этом было сказано, необходимо съедать лимон. Только спустя 10-15 минут после того, когда съедает человек лимон, можно было выпить стакан воды там, или 2 стакана воды и так далее. Какой эффект и кому нельзя? Есть противопоказания, это, конечно, не специфический язвенный колит, заболевание язвы желудка, это, скорее всего, там, хроническая диарея, сахарный диабет первого типа и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Вот в этих случаях не рекомендовалось. То есть в случае, если есть ярко выраженные гастроэнтерологические заболевания, и вы лечитесь, то, конечно же, лимон с утра вот так нельзя. Хотя я когда-то имел язву двенадцатиперстной кишки, и если сказать честно, а я стараюсь все-таки быть честным, то, несмотря ни на что, приехав в Египет, я начал лечиться вот такими лимонами. Правда, лимонов не было, я использовал вместо лимона лайм.
И каждое утро съедала 2 лайма. Вы знаете, и у меня со временем где-то за 1 неделю, хотя с ужасом я это представлял, потому что очень болело с правой стороны в подреберье, и у меня был диагноз поставлен, уже было обострение такое. И даже близкие мои говорили мне: может, не нужно этот лимон? Ничего страшного. И когда начал принимать лимон, наоборот, появилось облегчение, и после чего где-то за неделю перестало болеть, и очень себя хорошо чувствовал. За это время очень похудел, ну и очень улучшилось зрение. Кстати, это один из тех методов, которые достоверно могут помочь человеку избавиться от камней в почках, избавиться от атеросклероза и так далее. И это к радости совершенно безопасно для человека. То есть, когда человек говорит, что если лимон кушать, то это может поднять кислотность и так далее, и так далее. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, то смело можете использовать данный рецепт, он действительно очень эффективен. Я в свое время, когда весна была, тоже принимал вот так лимоны каждое утро. Это очень улучшило состояние сосудов, перестала болеть шея, там, если где-то болела. Но очень улучшается зрение, улучшается сон, улучшается зрение, улучшается качество кожи, лучшее мочеиспускание, уменьшается живот, худеешь. Одним словом, вот такое народное лечение лимона, оно очень эффективное. Ну и этот человек, с которым я встретился, он мне это и сказал. Он говорит: я лечился по вашему методу лимоном. То есть я съедал лимон, спустя какое-то время пил воду, после чего завтракал, после этого только пил кофе и так далее. Так вот, на этом фоне, он сказал, на протяжении 1 года я избавился от сахарного диабета 2 типа, очень похудел, снял очки, мои близкие сняли очки. И я перестал болеть заболеванием, гипертоническое заболевание. То есть он говорит: у меня нормализовалось давление, я перестал болеть давлением. Дело в том, что одна из особенностей появления гипертонического заболевания сердца связана с тем, что у человека развивается атеросклероз тонких сосудов. И такое положение вещей в дальнейшем приводит к появлению вот такого неизлечимого, очень тяжело и долго тянущегося заболевания гипертония. Ну и один из вариантов лечения гипертонии – это использование вот таких лимонов. У меня есть книга, я ее написал где-то 2 года назад. Она называется «Нетрадиционные методы лечения». Под этим видео я в дальнейшем оставлю ссылку на эту книгу «Нетрадиционные методы лечения». И там, по-моему, около 3 или 5 страниц я написал рецепты, где можно использовать конкретно лимоны в ходе помощи своему телу и своему организму. Лимоны не нужно кушать только в определенных случаях. Это при аллергии, в тех случаях, которые я до этого описал. Надеюсь, ответил вам на ваш вопрос.